Выход в прямой эфир для напоминания очень важной темы. У нас буквально пару дней назад развернулся Меркурий в прямое движение из ретроградного. И также у нас очень прекрасное соединение Венеры с Юпитером сейчас в Раке, в теме взаимоотношений, особенно в семье, уклада семейного, понимания себя, своих целей. Конечно, Юпитер будет расширять, в том числе и эго по Венере, по взаимоотношениям. Постарайтесь быть осознанными, так как в этот период также включена черная луна, Лилит, и она дает свои аспекты. Сегодня выпуск без кофе, но с таким интересным видом. Я думаю, для размышления иногда полезно понаблюдать за процессами с высоты и понимать, что какие-то взаимоотношения, какие-то попытки манипуляции, которые могут проявляться по черной луне, это все бренное, это все временное. И, естественно, у каждого из нас есть состояние, сознание, когда мы понимаем, что мы честны с собой, либо когда мы понимаем, что мы как-то пытаемся лукавить, либо припудрить ситуацию, либо улучшить, либо видоизменить. Печально, если вы будете использовать это во вред другим и особенно, соответственно, себе, потому что чем вы более искренны с самим собой, чем вы более искренны с другими людьми, тем легче вам выстраивать взаимоотношения. Тем реже может проявляться черная луна и ее аспекты в вашей жизни. Но помните, если она проявляется, вы сами это допустили. Возможно, вы манипулировали другими людьми сами. Возможно, вы позволяли тем людям, которых вы видели и понимали изначально, что они не так честны, не достаточно искренни, что у них, возможно, двойное лицо, и они используют несколько масок при общении с разными людьми. Но вы позволили этим людям быть в своем окружении. Возможно, вы даже поделились своим ресурсом, своей энергией. Возможно, вы даже решили, что нет, в этом человеке есть что-то и другое хорошее. И, возможно, вы решили поддерживать этого человека и с расчетом на то, что позитивная сторона его характера или ее характера проявится и начнет больше развиваться и проявляться в жизни, как по отношению к вам, так и по отношению к другим людям. Но это заблуждение, когда мы пытаемся из, скажем так, наших видений, пониманий лучшей стороны каждого человека спроектировать уже эти проявленности в настоящем времени. То есть, если человек не ведет себя корректным образом изначально в вашем присутствии, либо вы видите, что он обманывает, манипулирует, очень часто есть люди, которые могут даже обманывать и манипулировать как-то с вами прямым образом, вам в лицо, думая, что вы не поймете, что происходит. Но это их проблема, потому что они просто потеряют ваше, возможно, уважение, вашу веру в них, вот тот ресурс, которым вы их напитываете, и, соответственно, это закончится. Это подпитка энергетическая, ментальная. Постарайтесь понимать, что черная луна и люди, которые проявляются в этот период сейчас, либо взаимоотношения, которые проявляются, возможно, некорректно, это те ростки или результаты, которым вы позволили быть ранее, и которых вы приняли и, возможно, припудрили, да, постарались обратить внимание на лучшую сторону, вместо того, чтобы обращать на то, что есть по факту. То есть по факту, что проявляется, вот это и есть в человеке в данный момент. И это очень важно, когда вы
понимаете, что вы не пытаетесь улучшить человека, если он сам не стремится к этому. Вы не пытаетесь взять на себя ответственность за его жизнь, за его решения, за его выводы, за те, скажем так, закулисные игры, в которые играет этот человек. И вы не пытаетесь его улучшить, вы не пытаетесь подчеркивать в нем его хорошие качества, потому что хорошие качества характера и толерантности, я не знаю, этичности человек должен научиться проявлять самостоятельно и стремиться к тому, чтобы хотя бы это изучать, понимать и нарабатывать этот навык. Если он этого не делает, рано или поздно он все равно проявит себя, и в том числе по отношению к вам самим, не самым лучшим образом. Мой посыл сегодня: не старайтесь припудрить ситуацию, старайтесь смотреть на реальность, какая она есть, и на людей, как они себя проявляют. Перестаньте поддерживать тех, кто манипулирует вами и кто пытается использовать вас и на вашем ресурсе, на вашей энергии занять место в этом обществе и в том числе попытаться как-то даже вытеснить вас или занять ваше место. Это никогда не будет реализовано, потому что разница в том опыте, в том, я не знаю, образовании, в тех знаниях, в том наработанном видении, умении, навыках, оно никогда не сравнится, поэтому каждый человек должен обратить внимание на себя в первую очередь и сравнивать себя только с самим собой вчерашним. Иначе это просто бесполезная трата времени. Когда ты начинаешь улучшать себя и работать над собой, у тебя действительно появляются новые результаты. И результаты в лучшую сторону. Ты начинаешь достигать больших величин в своей жизни. Но если ты пытаешься быть подобным, похожим, либо занять место кого-то, ты не сможешь удержаться на этом месте, на этом стуле. Как бы ты ни старался, не факт, что ты сможешь туда забраться, и не факт, что ты сможешь там удержаться. Точнее, факт, что не сможешь. Поэтому помните и будьте благодарны тем людям, которые вас поддерживают искренне, которые проявляют к вам доброту, несмотря на ваше, возможно, невежество, либо отсутствие такта и понимания каких-то ситуаций в более корректном проявлении. И старайтесь быть благодарными тем, кто действительно искренне о вас думает, переживает и принимает вас такими, какие вы есть. Потому что эта лавочка очень скоро закроется. Сатурн, заходящий в Овен, сейчас, да, он ретроградный последние 2-3 месяца, и потом он все-таки развернется и пойдет по Овну. А это фокус внимания действительно на искренность, на истину, на то, как мы реально проживаем свою жизнь, и каждый будет обращать внимание на себя. И задача погрузиться и обратить внимание, а что я делаю для себя, как я действительно сам себя улучшаю, насколько я уникален, оригинален, насколько я не повторяю, не дублирую, не копирую кого-то, и действительно, насколько я себя лично развиваю свой собственный потенциал. Такие заметки для вас сегодня. Я надеюсь, это будет полезно. Я знаю, что всегда полезна корректная, своевременная информация, и она найдет свою аудиторию. Будьте искренни сами с собой. Это в первую очередь. И чем более искренне вы будете сами с собой, тем легче и успешнее будет складываться ваша жизнь. И если вам интересно обучение у меня, либо прохождение сеансов очищения, восстановления, энергетических сеансов, восстановления ауры и энергетических тел, пишите в мои каналы. Вы знаете, они все описаны в описании к моему каналу здесь, в YouTube. И если у вас есть интересные темы, действительно корректные для обсуждения в следующих моих выпусках, которые я стараюсь вести каждый четверг и каждый понедельник, но каждый понедельник это текстовая трансляция в аккаунтах, а по четвергам это видеотрансляция, как минутка, кофе-пауза с мастером, да, но сегодня без кофе. Сегодня с красивыми цветами и с интересным видом, даже вот можно понаблюдать, кто так управляет своим транспортом, а соответственно и своей жизнью. Это
одно из проявлений. Пишите, возможно, будем разбирать ваши интересные темы более детально. Желаю вам хороших выходных, берегите себя и будьте искренними. Это самая выгодная позиция. Для всех причем. Для вас, для всей планеты, для всех, кто является вашими близкими, друзьями и находится в вашем окружении. Старайтесь выбирать в первую очередь искренность, и это будет легче помогать жить всем и каждому. Пока-пока. Тут даже есть сообщение. Привет, привет, всем привет. Да. Ну и до встречи в следующих выпусках.